Здорово, ребят! И это новый крутой ролик. Сегодня хотим рассказать про наш сетап, с которым мы ездим в путешествия. Естественно, он каждый раз модернизируется, но вот мы пришли к какой-то базе, и эту базу мы хотим вам рассказать. Максимально воспроизвели то, с чем мы ездили по Турции. Кто не смотрел, кстати, велопутешествия наши по Турции, обязательно по ссылочке переходите, смотрите. Заваривайте кофеек, либо что вы любите, ваши любимые напитки. Нет, заваривайте, поесть, попить. Заваривайте, поесть, попить, и мы начинаем. Да, поехали. Ну, естественно. У меня весь байкпакинг пошит нашим минским парнем, Масей Байкпак. Все он сделал своими руками. Как говорится, начнем с заднего баула. 14 литров, если мне не изменяет память. Нарамная сумка на всю верхнюю трубу. Вся внутрирамная сумка полностью. 2-литровые фляги. В принципе, мне этого было достаточно, но когда мы ехали по Турции, у меня еще здесь был один флягодержатель, и здесь была резервная фляга на 550 миллилитров, на всякий случай. 2 нарульные сумки. Это сумка хаб. Она крепится поверх моей грузовой платформы. Там гермомешок, и там весь мой дом, кроме колышек и дуг, которые у меня лежат здесь. Моя любимая кружечка, как же без нее. Путешествовать нужно красиво и брать с собой всякие приятные штучки, которые дарят тебе эмоции и настроение. Велокомп у меня Garmin E530, мой старичок. В принципе, работал исправно, но был косяк. Я не скачал карты Турции, я молодец. Я ехал с ребятами, они на Хаммерхеде все подтянули. Местами Garmin все-таки ловил какую-то локацию по нитке, все-таки он мог вести. Колоночка, она всегда с нами, ты ее цепляешь, вот на карабинчик взял, куда угодно нацепил, хоть на шею. И все, и поехал музычку слушать. Карабины самые недорогие, с Алиэкспресс. Помню, купил целую пачку, там штук 10, вот за копейки. Кормушки — функциональная вещь. В эти сеточки положить что-нибудь, всякие вкусняшки, мусор обязательно. Сюда тоже можно запихивать всякие тряпочки, вот там протереть цепь, допустим. В них можно всего всякого понапихивать. Это сумка, в которой у меня была всегда набита электроника. Это хаб, зарядный хаб. Тут Type-C-шки, микро-USB на Garmin. На каждое устройство по кабелю, чтобы было. Можно всякие еще мелочи дополнительные положить, как бы... Пространства тут достаточно хватает. Изо дня в день все вещи, они мигрируют с одной сумки в другую, с левой стороны в правую, с задней в переднюю. Есть кое-какая база, да, но в целом как бы вещи постоянно куда-то переезжают. Достаточно быстро все это тут делается. И, кстати, это было очень уместно делать все быстро, потому что у нас были такие ситуации, когда нам нужно было просто максимально все быстро навешивать и также быстро все снимать. Грузовая платформа. Здесь, в принципе, у меня находится весь мой дом, кроме дуг, как я уже говорил. Снимается все достаточно быстро. Сумку я саму не снимаю, просто герму отцепил и, как говорится, понеслась. Что у нас здесь? Тут у нас палатка, а именно тент. Сама палатка. Это у нас футпринт. В этом путешествии я все напихивал так, я не складывал ничего, потому что время было все время у нас на счету, поэтому мы все быстро делали достаточно. Здесь подушечка и здесь коврик. Переходим к внутрирамной сумке. Всякие мелочи могут мигрировать с одного места в другое. Например, здесь вот нагова лежат. В быстром доступе лежит Лезерман. Он нужен всегда и везде. Монтажки для снятия, разбортировки колес. Для ремонта без камерки. Штучка такая. В Турцию я брал сменный петух, но брал с собой 2. На всякий случай. Потому что, когда едешь в такие далекие страны, не знаешь вообще, что может произойти и что тебе может понадобиться. 2 замка цепи я брал. Обязательно смазку берите с собой. Я ее перелил в такую баночку для удобства. Каждый день у нас начинался с того, что мы протирали цепи и смазывали их. Покрышки у нас Туфа, Gravel Тундера. У Илюхи 44-е, у нас со Слайком 40-е. Очень много колючек, и мы заколебемся просто лататься, если мы ехали бы на камерах. У нас камеры с собой имеются, у каждого по 2 штуки на всякий случай, но мы едем на бескамерках. Обязательно нужно брать с собой запасные камеры, ну и, соответственно, ремкомплект. Без насоса никак. Насос — это все, это база. Вторая сторона медали. Ветровочка, типа такая виндстоппер. Немного там от дождя может помочь, но не сильно. Так, здесь у меня полотенце Ситусами. Можно было бы ее просто отдельно положить. Ну, в принципе, я возил в таком чехольчике. Складной портфель — это просто must-have. Он должен быть у каждого. И абсолютно неважно, какой вы купите, какой вам нравится, такой покупайте. Когда у вас нет места или вы едете в лагерь, нужно купить какой-то еды, воды. Вы разложили портфель, закинули, что нужно. Это реально тема. Беру с собой запасные камеры. В любом случае, неважно, без камерка у меня или нет. Ничто не вечно. Где-то что-то может быть, какой-то порез, который нельзя будет заклеить. Поэтому 2 камеры. Это по-любому. В такие путешествия железобетон должны быть. Колышки для палатки.
Сюда идут мыльно-рыльные дела, почистить зубки. Конечно же, по Турции была самая незаменимая вещь, которая спасала нас, это SPF, потому что в Турции жарило нормально. Защищались как могли, потому что там можно было сгореть и приехать домой до неузнаваемости черным. У меня треугольник небольшой, соответственно, чтобы достать дуги, нужно вынять оттуда все. Вот. Переходим к подседельному баулу. В тапках ходить, там, гулять по Стамбулу, по другим каким-то городам, локациям в сланцах не очень. Поэтому мы взяли сандали. Дед носил сандали, и я ношу сандали. Здесь у нас бибы, то есть велошорты с памперсом. Можно, в принципе, и в таких обычных ездить, кому как. Мне нравится ездить в бибах, потому что это более практичней, отводит влагу, ничего не преет, как бы, это тема. Это велосипедная джерси, есть дополнительные у тебя карманы на спине, что тоже очень в путешествии незаменимо. Вечером в лагере, даже по Стамбулу мы гуляли во флисках, потому что вечерком было прохладно. Вторые мои бибы, они же запасные, велосипедные шорты. Не сильно термуха, но самое главное, что она синтетическая. В спальнике сплю в ней. Запасная джерси еще одна. Здесь мои типа тайцы. Ночевал в них. Повседневная рубашка. Гавайская такая. Тарапапапам. Надели рубашечку, надели шортики. И погнали гулять по красивым местам. Конечно же, плавки. Можно и голышом. 2 пары носков. И последнее, что в этой сумке всегда находится, это мой спальник. В утином пухе. CV400, Nature Hike. Температура комфорта заявлена +5. Можно иногда просто расстегнуть и накрыться им как одеялом. Здесь в основном я вожу такие вещи, которые мне нужны прям под рукой. Это может быть Powerbank. Здесь еще один есть Powerbank на 20 тысяч. Ездил в шаломе, езжу всегда в нем. Но я считаю, все-таки это ваша безопасность. Без него никуда. Потому что всякое бывает. Не все, блядь. А вот не все. Сакру не сказал. Документы, паспорт, там, билеты, все. Деньги, все было здесь. Также по Турции я ездил с этими сумками, форкбэгами, цеплял кейджи, такие форкбэги на 4 литра, все сублиматы, кофе, необходимые, но достаточно легкие вещи. На каждый кайлер кейдж по 2 стропы. Езжу я с комплектом от Apidura, это Apidura Expedition, плюс у меня здесь кормушки от Сакры. Езжу я с компьютером Hammerhead KR2. Я тоже не подгрузил, как и Славик, карты для Турции. Подключился к интернету, который находился в отеле, и все быстренько подгрузилось. Фонарик Rock Bros, 1000 люмен, Apidura, все дела, мягенькая поверхность. Здесь обычно я вожу телефон. А начнем мы с внутрирамной сумки, раз мы сюда пошли. Зубная паста, зубная щетка. Чем меньше предметы, вообще в путешествии, тем это лучше. Ложка, вилка. По инструментам. Здесь у меня латки, клей, мультитул, шестиграннички, крестовая и плоская отвертка. Подожди, как это называется? Стяжка. Какой-то прилив, слушайте. Снимаем почти как в Турции, волны такие же. Все, море, все дела, решили приблизиться. Ну ладно, не отходим от темы. Дальше идем. У меня здесь бортировки 2. Принадлежность для ремонтировать бескамерку. Естественно, EPAM. Ну, здесь жидкость для цепи. Пользуюсь мамкина забота. Ну, наша белорусская фирма, короче, вот. Плоскогубцы. Ну и ножик. Стандартный ножик. Как бы режет, все шикарно. С другой стороны, сумки, ветровка Van Riesel уже служит мне почти 2 года. От ветра защищает, небольшой дождь выдерживает. Под ливнем в ней не проедешь, но как бы хоть что-то. Когда байкпакинг свой делаете, вы должны так рассчитывать, чтобы, во-первых, в сумках оставалось какое-то место. Если вы вдруг куда-то заедете и вам надо куда-то что-то положить, чтобы у вас было место. То есть запихивать все не по максимуму. Самые основные вещи в ближайшем доступе, чтобы они были. Рукава, нагова. То есть если вдруг стало холодно, нагова одел. Фирма Сирока. И рукава, и нагова. Перчатки без пальцев. Когда ты долго едешь, у тебя вот здесь начинает в руках просто краснеть и очень больно. И потом натирается. Здесь у нас просто после Турции все было стерто и все было красное. Баф. Мой старый насос. И 2 камеры. Хоть мы ездим на бескамерках, у нас залита жидкость, и мы поняли, что все-таки бескамерка намного лучше, потому что она реально убирает эти вопросы с переобуванием постоянно эти камеры, латанием. Но камеры всегда с собой надо брать, особенно в длительные какие-то путешествия, потому что вдруг что произойдет. Всегда с собой иметь камеры, это обязательно. Внутрирамная сумка. Все. Перейдем вот к этой сумке, которая у меня на руле. Документы, здесь паспорт и деньги. Наушники. Правда, в дороге нежелательно наушники, но это, знаете, в аэропорту где-то там летите, что-то, вот кастрюлька, здесь можно есть, и она вот так вот складывается. Внутри лежит моя кружка. Кружка такая же, Sea to Summit, она с бортиками, поэтому пить удобно. 2 стропы,
всегда могут пригодиться, что-то там на сумке прицепить или что-то отвалилось, это всегда поможет, всегда это лучше иметь. Фонарик налобный, хороший, но надо его будет уже заменить на более что-то лучше, потому что здесь разъем зарядки, он отходит и, короче, есть нюансы, но светит шикарно. Ты когда в лагерь приезжаешь, чтобы не светить там как-то фарой вот велосипедной, налобный фонарь, ты просто его одел, и если ты по темени там ставишься, то как бы налобный фонарь это просто must-have. Это провод, а к этому проводу у меня идет хаб. Мива 125 ватт, 4 выхода, 2 выхода для USB. Нету места, где зарядить, у вас только 1-2 розетки. Хаб это просто лучшее решение, потому что можно зарядить сразу несколько устройств. Здесь у меня провода. Все, вроде сумки, все водонепроницаемые, но вот такие пакетики лучше иметь. Ну, мало ли что попадет при закрытии, открытии, там, влага куда-то, что-то. На каждое устройство по одному проводу. Блок с 3 выходами, быстрый какой-то 65 ватт. В этом сезоне уже снимаем на DJI Action 4. В комплекте идет батарейки, потому что в Соньке, когда я снимал, такого не было. У тебя одна батарейка, и ты вот у тебя закончилась зарядка, и тебе надо ее куда-то постоянно пихать, что-то заряжать, и все. А здесь сразу 3 батарейки, очень удобно. Одну батарейку отснял, поставил в блок, достал вторую, погнал снимать. В большой сумке палатка у меня Nature Hike Cloud Up 2, каремат двухслойный от Nature Hike, футпринт, колышки, дуги и ночная одежда. Что я подразумеваю под ночной одеждой? Это длинное термобелье, верх и низ. В кормушках у нас горелка. Сейчас я ее попробую достать. Это Fime Apple. Нас было 3, поэтому мы взяли литрушку. Если вы едете вдвоем, то в принципе вам даже 600 мл должно хватить. Ветрозащита, туда помещается баллон, и все шикарно быстро кипятится. По прилету мы покупали баллон на 230 граммов. 2 баллона, 230 граммов. Вся конструкция у меня спокойно помещается в кормушку, потому что кормушки широкие и классные. Во второй кормушке у меня обычно лежали какие-то поджоры, провод, ну и какая-то кока-кола маленькая. Powerbank большой, 30 ватт. Фу, в последнем путешествии по Беларуси у Славика лопнул подсидельный штырь. Это не только из-за сумки, это потому что постоянно было дергание. А так как мы ездим постоянно по тряске, там камни, гравий, вот это болтается, плюс ты сам сидишь на седле, это, естественно, дает нагрузку на сам подсидельный штырь, который в любом случае может сделать... И чтобы это избежать, чтобы в путешествии потом не мучиться с этим подсидельным штырем, есть такая схема. От Tailfin. Вот ее хочется попробовать. А сейчас пока про Апидуру. Подсидельная сумка у меня на 17 литров. Как говорится, сейчас у нас у современных людей в 2 клика. Вот так. Хоп-хоп. Висят мои тапки, крокс. В Турции были сандали. Моим сандалиям пришел конец. О! Чувак говорит экономия, да? На экономии. Либо тапки, либо сандали. Но когда ты едешь в какое-то долгое путешествие, и ты знаешь, что там надо будет много гулять, типа по городу, какие-то достопримечательности смотреть, то, естественно, лучше сандали. В тапках ты много не походишь. Сначала идет спальник, потом вся одежда, для того, чтобы не было болтанки. К выходу сумки самое основное. У меня здесь лежит флиска. Каждый человек аптечку собирает по-своему, потому что у некоторых непереносимость каких-то таблеток, это могу насоветовать, а вы потом соберете, по-моему, вам, например, что-то не подойдет. Но там бинты, все это пластыри, самое основное, мазь от укусов, для укусов и все такое. Да, мы тут на троих сообразили, как бы все собрали, у каждого там есть свои там нюансы, и как бы все шикарно. Здесь у меня лежит для бритья бритва, вот такое средство для стирки одежды, Situ Summit, баночка такая вот шампуньки. И вот в такой маленький пакетик кладется. Полотенце пингвин, махровое немножечко, поэтому места больше занимает. Ну, сохнет достаточно быстро, особенно на солнце, там все вещи сохнут просто моментально. Кофе и чайные пакетики. Кофе мы пьем в дрипах. Иногда бывают такие готовые дрипы, иногда пустые пакетики берем, свое кофе засыпаем. Есть такая схема. Потому что с утра иногда хочется, не иногда, а всегда хочется выпить кофе. А вечером чаечек, все лежит в сумке, и чтобы когда плавки мокрые, если они вдруг где-то не было возможности сушить, пакетик и в сумку. Одежда, в которой я вот хожу, это майка, шорты, носки, туфли. Где-то в город выйти, либо где-то там в отеле походить. А сейчас мы поговорим про одежду, в которой я езжу. Это джерси с 3 карманами, легкая, ничего не весит. Вторая джерси, потому что одна может быть мокрая, вторая должна быть в запасе. Я с собой вожу обычные шорты с карманами, без памперса. Бибы с карманами, так называемая карго. Ты где-то что-то там зашел в магазин, поел, все, а фантик выбросить ты на улицу просто категорически не можешь. Ты это засовываешь либо в кормушку, либо себе карго-бибы. И все, едешь до первой мусорки. Ну, либо телефон положил где-то достать, сфоткать, либо что-то такое. В путешествиях карго-бибы и вообще карманы — это просто самое лучшее. Дальше.
теплые носки, я в них обычно сплю или хожу в лагере. Здесь 2 пары носков, то есть 3 на мне. Обычно я вожу 3 пары носков. Вот, одни на мне трусы сейчас, вторые вот как бы с собой. Больше, мне кажется, не надо. Шапка для сна, маск подарил. Тепленькая, иногда вечером холодно, прохладно, иногда полезная штука. То есть не только спать там где-то в лагере, но и ехать в ней. У меня здесь спальник. Aegis Max, вот он сложен вот так. Стоит примерно $160. Температура комфорта плюс 3. Здесь есть отсек для того, чтобы положить телефон. Перед тем, как спальник забрасывать в палатку, его надо вот так вот потрясти для того, чтобы пух внутри спальника распределился по всем вот этим ячейкам, потому что он здесь разделен по ячейкам, и чтобы он принял свою такую надутую классную форму. 2 фляги 0,75, здесь у меня на 0,5, и обычно, когда я еще долго едем, здесь у меня еще висит крепление вот с такой же бутылкой. Ты когда заезжаешь в магазин, ты что-то купил, естественно, все твои там вот эти бутылки, какое-то там пропитание, оно не влезет в эти сумки, потому что ты едешь типа налегке, байкпакинг, все такое. И вот, и у тебя для этого есть рюкзак, комкивается просто в кулак, в любую сумку он уходит, запихиваешь достаточно много продуктов, закручиваешь и на спину вешаешь. Едешь в свой лагерь. Поэтому рюкзачок реально рекомендую и не забывайте. Естественно, мы ездим все в шлемах. Раньше я как-то по детству ездил без шлема. Но дурачком был, не понимал, что это очень важная вещь, потому что он много раз спасал. Понятно, он от каких-то серьезных таких вылетов там за пределы стратосферы он тебя не спасет, да, но голова твоя будет в надежности. Потому что мы когда ехали по Беларуси, мы проехали по какой-то дороге, там были камни, машина едет, камень с колеса отлетает и мне прям в голову. Я голову так наклоняю, и мне камень прям в шлем сюда. А представляете, что было бы, если бы я был бы без шлема? Поэтому одевайте шлем, он ничего не весит, голова будет всегда в безопасности. Под шлем идет вот такая кепочка, кофе-райд, все дела, быстро сушится и все. Кстати, все вещи старайтесь покупать в путешествии, чтобы быстро сохли. Солнцезащитные очки, ношу Оклей. Да, у меня фотохромов, к сожалению, нету, но тоже вещь очень интересная и нужная. Когда ты едешь вечером, очки все равно нужны, потому что ты едешь со спуска, у тебя комар в глаз просто прилетает, и все. И ты вот так вот, как пират, так вот с одним глазом, так вот и едешь просто. Ну. Спасибо, что посмотрели. Мы вроде бы все, что хотели рассказать, рассказали. А все, что мы не успели или забыли рассказать, вы напишите в комментарии. Мы уже готовим новое велопутешествие. Плюс-минус примерно определяемся со страной и с маршрутом, поэтому все готовится. Это будет на Земле, это точно не в космосе. Да, мы как бы решили пока не забегать за границы плоской Земли. Составляем маршрут так, чтобы не свалиться за край земли. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на канал, смотрите 2 других ролика. Всем удачи и всем пока, ребят. Поехали, Жиран.